Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Квартион. Ну что, погнали, будем реализовывать, пытаться инсектоидов, потому что под одним из моих роликов почти собралось 50 лайков. Почему говорю почти? Потому что на текущий момент, когда я записываю, там где-то что-то около 43-45 лайков. Ну, примерно такое какое-то количество. Поэтому я уверен, что мои зрители добросовестные, и по подсказке вверху, которая у вас появится, вы перейдете и докинете недостающее количество лайков. Поэтому, ребят, я на вас надеюсь, а мы переходим к контенту. И чтоб я не говорил где-то в середине ролика о будущей своей идее, то смотрите, 50 лайков под этим роликом, и я себе немного усложняю задачу. Я буду играть на цветах через дубли, но дубли будут легендарных фигур. Это сложная задача, но в принципе, почему нет? Вот реально, а почему нет? У меня даже есть идея, как можно попробовать сыграть на цветах, дублях таких вот, чтобы было немножечко проще. Я думаю, многие уже догадались, как можно сыграть так, чтобы было много легендарных дублей. Причем адекватных дублей. Если кто-то догадался, то, соответственно, напишите в комментариях. А сейчас давайте погрузимся в эту каточку и будем пытаться собирать самую любимую сборку разработчика. Почему я это говорю? Потому что инсектоидов делал реально разработчик. Он приложил огромную львиную долю, чтобы играть, чтобы создать эту синергию. Знаете почему? Потому что эта синергия, она никоим образом не контролируется. Вот от слова совсем. Это настолько рандомная синергия, что от нее иногда так жопа горит, что просто диву даешься как. Понимаете, мне понравились в одном определенном моменте инсектоиды, но они нравятся только тогда, когда вам идет нужная фигура. А если вам не идет нужная фигура, то все, караул хавайся, суши весла и готовься идти в next. Не знаю, я когда записывал инсектоидов, у меня где-то на это 5-6 попыток ушло. И это было на самом деле кринжово немножечко. А чё, так можно было? Реально, а чё, так можно было? Неплохо. Так, мне начало уже нравится. Это что-то будет такое необычное. Но знаете, тут по-любому есть подвох. Раз у меня такой хороший старт, то конец будет печальный. Печальный будет по-любому. Либо же меня вынесут овер быстро. За несколько там, не знаю, конечных раундов, там по минус 50 получу пару раз. Либо же это будет провальная запись, скажем так. Ну, посмотрим. Посмотрим как итог. Но, знаете, если, соответственно, этот ролик будет на канале, то это значит, как минимум в топ-3 я зашел. Эта игра настолько рандомна, что прям диву даешься. И какой бы скилл у тебя не был, все-таки рандом здесь решает львиную долю. Львиную долю, а особенно в текущем патче, то львиная доля еще больше стала. Почему я говорю, что еще больше стало? Так как если вам нужные фигуры не упадут, точнее не фигура, ну да, и фигуры тоже, но если вам нужные предметы не падают, то все, то все. Вот реально, если нужный предмет не упадет, то для вас это, скорее всего, будет конечное. Сколько раз я уже играл, ну, я, наверное, уже в этом патче накатал каток 10-15, и я могу смело заявить то, что предметов в действительности не хватает. И если предмет вам вообще не идет, то, скорее всего, вы откиснете даже не в топ-3, а гораздо ниже. И это на самом деле немного тильтует. Вот я в действительности заметил такую тенденцию, что если вам не падает хороший шмот, то все. Но это, в принципе, было и в предыдущем патче. Но разработчики сделали реликвии, вот эту вот всю тему, чтобы уменьшить количество имбалансных предметов. То есть, чтобы предметов стало в игре меньше и стало, типа, более баланснее. Ну, насколько я видел новость, по крайней мере, ту, которую они опубликовали. Неплохо. Я, наверное, кстати, Трента возьму. Мне Трент внушает доверие, потому что он дает отхил. Да, я, наверное, так и сделаю. Я, наверное, Трентуху возьму. Как-никак он будет хилить. Пока что, наверное, так поставлю, потому что у меня будут и тролли, и рыцари немного. То есть и луна у меня буститься будет, и жить она будет. Ну и, кстати, знаете, как можно сыграть будет? А можно будет сыграть следующим образом. Если мне придут волшебники ранее, то можно будет поставить фуловых троллей и сыграть через луну. Но так как у меня есть план в инсектоидов, кто знает, кто знает. Пока что старт мне нравится, а вот как он дальше пойдет, вот это вот мы скоро и выясним. Думаю, будет меня долбить. Ух. Да. Вы это видите? Ко мне пришла Цвета. Ко мне пришла Цвета. И довольно-таки рано. Сказать, что я удивлен, это все равно, что ничего не сказать. Обалдеть, как так?
Обычно ни разу цветка не приходит. А, ну тут по-любому будет подвох, знаете в чем? Вот я догадываюсь. Мне сейчас эта цветка пришла. Окей, но это будет все. Это будет конечная на этой цветочке. Я же хочу на инсектоидах сыграть, а я буду играть через дубликаты. И, соответственно, вот эта цвета, она мне по-любому нужна в мой билд. Вот к гадалке не ходи, но по-любому она нужна. Еще бы, кстати, мне хотелось поставить халявные роллы, но пока никак и не с чего их ставить. Ну, посмотрим. Это я сейчас, знаете, уже заранее себя настраиваю на такую вот плохую ноту. Ну, посмотрим. Блин, ну как же Луна бустит со старта? Это просто... В который раз убеждаешь, что Луна это имбовый персонаж. Особенно, когда он на старте вам приходит. Я, кстати, могу 4 тролля поставить. А, не, подожди, не могу. А че я подумал, что я могу по 4 тролля поставить? А, ну вот. Прикиньте. Я только что подумал, что она у меня есть в этом пуле на скамейке. Я такой думаю, ну блин, сейчас поставлю 4 тролля и будет нормально, прикольно, классно. Смотрю потом на свою скамейку, а ее нет. А потом открываю пул, там где рандомить фигуры. А там есть. Короче, я сам себя запутал немного, ну ладно. Такое бывает. Я не понял, тут что, нежить? Это ж надо было взбодрить меня с самого утра. Мой подписчик. Привет, привет. Знаете, мне все больше и больше нравится встречать свою подписоту в рандомных играх. Это прикольно. Это необычно. Сразу настроение плюс 100. Ну и сразу меня начинает контрить на x200. Так, я так понимаю, воины меня сейчас разнесут тут по полной, да? Привет от твоего зрителя с Казахстана. Сейчас я ему отвечу, секунду. Обидно. Не обидно, забираю свои слова назад. Так, привет, привет. Так, написал ему сразу, что я на запись, потому что я не могу общаться, когда играю на запись. Я сосредоточен на игре, и когда мне начинают писать что-то, или я начинаю отвечать, я сбиваюсь со своей мысли, и мне становится намного сложнее играть. Поэтому лучше, ну вот, скажем так, я сразу предупреждаю. Ну вот, когда видео с обзора. Так, уже есть видео с обзором. Кстати, кто его не видел, то тоже будет подсказка. Переходите, обязательно смотрите его. И сразу давайте свое мнение. Давайте свой фидбэк по поводу обзора. Был ли он вам полезен или не был этот полезен обзор? Что-то как-то меня выносит. Вот, кстати, еще одна тема. Сейчас очень много стало охотников. Вот прям огромнейшее количество охотников. А знаете почему? Прикол. Знаете почему? Потому что охотникам не особо нужны шмотки. Вот, ну, как это правильно сейчас прям выразить? Сейчас охотникам шмотки вообще не нужны, я бы так это сказал. Почему? Потому что они выносят своими тычками. Вы получаете минимальное количество предметов и уже начинаете разносить, когда вы получаете 6 охотников. Если у вас, конечно, еще и предметы падают, считайте, что это вы на винстрике будете. Единственный минус это то, что если будут против вас воины. Вот воины, да. Воины это та еще заноза в заднице, поэтому это нужно прекрасно понимать. Воины это те, кто реально контрит охотников. Но тоже, если охотник уже на винстрике, он уже огромный, а воин не успел собраться, то извините меня, охотник уже может его разрывать в пух и прах, потому что он поставит себе ведьмачков, и все. И все. Но у него там, кстати, реально жестко поприходило. Снайпер в двойку так рано. Снайпер в двойку так рано. И я смотрю на свой стол. Тинкер в двойку, Луна в двойку, есть цветочки даже. Мне грех жаловаться. Боже, как я обожаю этих цвет. Я не обожаю, когда они мне приходят очень поздно. А в целом я их обожаю. Цветки имба. Всем рекомендую, ребят. Всем рекомендую, кто не юзает цветок, юзайте по полной программе. Потому что кучу дубликатов ставите и начинаете выносить даже с единицами фигур. Итак, что по реликвиям? Метаморфизм, коса сколлы, сумка пандамена. Я, наверное, возьму косу. Я сейчас думаю, я буду выигрывать уже. Поэтому, когда я буду выигрывать, я буду получать хотя бы опыт. Вот и посмотрим, кстати, насколько эта коса эффективна. Кстати, напишите в комментариях, что думаете по поводу этой реликвии. Как по мне, она эффективная коса. Но только в том случае, если вы выигрываете. Если же вы проигрываете, то эта коса максимально бесполезная для вас.
В самом деле, круто, когда вы играете через устрик, и вам падает аптечка реликвия. Боже, с этой аптечкой у вас столько опыта становится. Космические цифры. Там даже на самом деле можно не экономить по хпшке, а максимально получать в табло, чтобы получить максимально по опыту. Вот то, о чем я говорил. Куча дубликатов, прыгну на лицо, опыт получил. Это я, кстати, у него только что был на доске, а значит я получил 4 опыта. Отлично. Вот, кстати, у меня еще и волшебники фуловые есть. Ой-ой-ой. Ладно. Я пока что, наверное, не буду ставить фуловых волшебников. Я пока что поиграю вот именно как есть. Боже, там нежить. Давно, кстати, я нежить не видел. Кстати, напишите в комментах, хотите вы увидеть нежить снова? Если хотите, то запишу. Но, соответственно, через несколько роликов, потому что у меня, знаете, сроки горят. Сроки горят в плане того, что куча обещаний, куча лайков подходит до 50, и нужно записывать контент и выкладывать его поочередно. А если я буду не держать свое слово, то кто я буду после этого такой? Верно? Верно. Чел Манки Кинга нашел, понимаю, на 12-м. Ага. Но это хорошо, что не АМ. Был бы это АМ, то у меня бы вообще чердак вскипел бы на 150%. Так, ну тут я выиграл, получил халявные роллы. Или не выиграл? Да не выиграл. Сейчас, круть-верть. Так, Данила прервал серию игрока Семхан. Ничего себе. Ребят, маршрут перестроен. Все, ну маршрут пока что перестроен, я думаю. Есть у меня некоторые идеи. Скорее всего, я попробую собрать гоблинов-мехов. Давно, кстати, не играл на гоблинах-мехах. Может, у меня получится в этот раз. Получится, будет замечательно. Не получится, будет грустно. Но я буду играть на гоблинах-мехах. И я попробую тролля закерить. Вот мне очень хочется закерить короля. Короля. Очень сильно мне хочется закерить тролля в тройку. И очень сильно хочется закерить Гирыча. Вертолетика. Вертолетика механизма. Так, ну Хусик, ты готов? Ты готов? Я тебе сейчас на лицо присяду немножечко. Ты готов? У меня много чистого урона. Я пришел подготовленный к тебе. В этот раз ты меня не снес. В этот раз я тебя снес. Как же хорошо идет. Что же делать? Мне на самом деле хочется эту цветку поставить. Уж больно хочется ее поставить. Блин, одно кольцо не успел закинуть. Плохо. Плохо! Бум. Боже, сколько оно урона наносит. Мне бы, знаете, еще 2 волшебных зеркала, чтобы я... Ну, можно будет поставить этих 2 цветок. Еще оркжец пришел. И Луна идет. Удивительно, что мне Луна так хорошо идет. Кстати, неплохо по опыту сейчас поднимаюсь. Вот, реально неплохо по опыту поднимаюсь. Короче, что я хотел сказать? Из головы вылетело. Блин, прикиньте, в моменте просто из головы вылетело. Обалдеть. Ай, ладно, короче, вспомню, тогда я буду говорить. Я сейчас не буду, скажем так, пытаться напрягать свою память. Не буду напрягать свой мозг. Он и так напряжен на 150% из-за того, что играешь в авточес. Думаешь, что, куда, к чему, почем. Да, я буду играть через гоблинов-мехов и постараюсь закерить сейчас тролля, либо закерить Гирыча. То есть одно из двух. Мне вот очень давно хотелось собрать это гирокоптера через синергию Кира. Ну и, соответственно, поставить еще либо гноми брошку выпадет, либо же сыграть через снайпера. То есть поставить... Хотя на самом деле, если ставить снайпера, то такое себе. Сейчас объясню почему. Он будет занимать один слот, а я могу один слот поставить как дубликат. И брошка, и маска. Но я возьму маску. Потому что от брошки сейчас будет проку ровным счетом 0. А еще, кстати, мне нужен уровень.
Да, мне нужно... Мне минимум нужен сейчас 9 уровень, чтобы я смог выставить свою полностью синергию. Как выставлю полностью свою синергию, все будет замечательно. Пока что, короче, я буду делать себе Луну керри. Она неплохо зачищает пуш-столы. Быстро сносит противника в целом, когда хорошие предметы. А предметы у меня в ней хорошие. У меня там Йольнир, у меня там маска 2-го тира. Так, нежить. Ну вот, кстати, против нежити тоже цветки хорошие. Потому что дает дубликат. И так вот на лицо бэм, бэм. И сдох. Ну ля, алло. За что так сильно? Не надо. Не присел я на лицо ему. Ну ладно. Май гад. Две цветки в двойку, извините меня, это уже контент. А не, подожди, почему я сказал, что мне нужен 9, если мне достаточно 8? Потому что мне нужно будет цветку одну убирать. Получается, да, 3 фигуры. 3 фигуры, это сейчас у меня... Это будет плюс 5. Раз, два, 3. Ну да. Тогда мне нужно будет цветку убирать. Чтобы цветку не убирать, тогда мне нужно 9 уровень. Ну, что ж. Обожаю цветку. Боже, эти кошечки, они максимально красивые, изящные. Кстати, неплохо мне так опыта надавала эта кососкола. Без рофлов очень много опыта дала. Так, Данила, ну что, ты готов? Данила, я к тебе в скором времени приду, готовься. Хоть стоит пока что сейчас рядом галочка, но ничего страшного, скоро я к тебе приду. Ох, и скоро я к тебе приду, молодой человек. Я хочу забрать твой винстрик. Буду пока что играть через цвету, а потом буду перестраиваться. То есть в зависимости от того, кто у меня будет керри, от этого я буду перестраиваться. Но пока что мой основной дэмэдж-дилер это эти кошечки. Просто сиамские близнецы. Не нравится мне там, что есть нежить, конечно. Хоть не... Ну, 50 на 50 плевать на эту нежить. Ну все же. Кстати. Орки. Боги-орки. А я-то думаю... Что ж будет сейчас? А там будут боги-орки. Интересненько. Но на самом деле в последнее время богов-орков я очень редко встречаю. Так, это охотники нежить. Ну, вообще непонятно, конечно, что он так именно собрался. Ну ладно. Бум, бум. Ой, по кайфу. Такое мне нравится. Так, опа, чирик. Это нам надо. Это нам надо. Плюс 50 маны со старта. Это отлично. Я бы сказал, это шикарно. Так, сука. Ну вот, да. Да, мне тогда нужно по-любому будет убирать одну цвету, а я этого делать от слова совсем не хочу. Я этого делать не хочу от слова совсем. Поставлю пока что немножко бафа гоблинов, но поставлю алхимика, потому что алхимик он будет снижать физическую броню своей способностью. Соответственно, у меня там хотя бы луна немножко больше подамажит, чем сейчас. Я надеюсь, он винстрик для меня поддержит. Я очень на это надеюсь. А, он смотрит меня, смотрит. А гляньте на него, смотрит на меня. Изучает ситуацию. Чел, ситуация так себе, я тебе так скажу сразу. У тебя ситуация, ух, какая плохая. Вот, конечно, бог-орк меня будет напрягать. Прыгай! Благо у него сейчас нету фуловых орков. Если бы у него были фуловые орки, у меня бы, скорее всего, цвета не успел бы прыгнуть из-за того, что у него есть шаман лавы. А шаман лавы он бы вешал мне вечно сайленс, там было бы, ну сколько, ну где-то секунда. А так можно было? Реально так можно было? Может мне сейчас цвета придет в тройку ранее? 20-й раунд? Боже, неужели мне придет цвета ранее? Дико этого хочу. Давненько, кстати, не видел нежить. И вот как раз ее сейчас вижу. Там нежить охотники. Как меня иногда забавляет, когда я заговариваюсь, боже.
Но я заговариваюсь чисто из-за того, что я хочу быстро свою мысль озвучить, вот знаете, выпалить ее с лету. Слышь, такса. Или таха. Не знаю, как правильно читается, если что, извини заранее, но... Ты чё моих гоблинов смехами тыришь, алё? Это противозаконно. Нельзя так делать. Минус уважения сразу. Алло. Алхим, конечно, идет неплохо. Но алхимика я, наверное, оставлю. Я, кстати, сейчас, наверное, фуловых гоблинов поставлю уже. Так, надо это их убрать. Так вот сделать. Вот. Все. Единственное, что вот эту вот маску пока мне некуда деть. Сейчас расстановку еще сделаем более-менее хорошую. Прикиньте, если бы мне сейчас упал минер, то у меня множество проблем бы решилось. Я бы продал бы сейчас... Ух ты. Возьмем. И вот так вот сделаем. Очень надеюсь, что сейчас придет она мне в двойку в скором времени. Очень на это надеюсь. Вдруг, кто не знает, как работает этот кристалл, сейчас объясню. Смотрите, вы закидываете персонажа. 1-звездочного, 2-звездочного. И неважно, выигрываете либо проигрываете, то есть вероятность, что вот этот вот тотем, он будет повышаться. И, соответственно, есть вероятность, что он станет 2-звездочным, либо 3-звездочным персонажем. Я так понимаю, 3-звездочного персонажа там нереально почти вытащить, поэтому будет у вас 2-звездочный персонаж. Но за сколько раундов? Вот давайте, кстати, и проверим, за сколько это раундов он станет у меня 2-звездочным хотя бы. Как только в двоечку станет, это будет балдежно. Так, воин. Воин, как дела? Не ожидал, что мне цветки будут, да? Ну прыгните один раз нормально. Вот так в линию, чтобы всех вынести с лету за секунду. Бэм. Я надеюсь, никто ему не собьет винстрик. Вот, отлично. Так, -1. -1. Вот теперь у меня загвоздка. Хочу ли я брать 10 уровень, либо же я хочу остаться как есть. Но на легендарную фигуру у меня будет сейчас пока что 3%. А если возьму 10, то у меня, соответственно, будет 6%. Но на самом деле, хочу сказать так. Судя по своим наблюдениям и в целом, что как происходит, то... разница... несущественно. Знаете, почему я так думаю? Потому что сколько раз я играл. Да я думаю, вы сами прекрасно осведомлены тем, что вот у вас есть противник, 8 уровень только он взял. Ему сразу может прийти легендарка. А вы возьмете 10 уровень, сролите больше 100-200 монет, и, соответственно, вам придет фигу. Придет фигу. Вот я заметил такую тенденцию, что реально приходит фига. Ничего не приходит адекватного. Хоть 10 возьмете, хоть 13 возьмете, хоть 15, то легендарка вам адекватно не выпадет. Но это, по крайней мере, я говорю от своего лица. Не знаю, как у вас, но у меня конкретно вот так вот это происходит. Неужели чел меня сейчас вынесет на Хускаре? Серьезно? Ты сейчас серьезно? Прикольчик. Да. Такого поворота событий я не ожидал. Я не ожидал, что мне Хускар вынесет. Так, яичко есть, отлично. Саша, думай. Хочу ли я взять 10 или я хочу взять 9, точнее на 9 остаться и ролиться. В принципе, по деньгам все нормально, есть 5 халявных роллов. И нужно ли мне это? Так, бабка это хорошо. Бабка это явно хорошо. Я ей молнию перекину. Оно соберет, начнет расстреливать. Очень плохо прыгают цветы. Очень плохо прыгают цветы. Что-то как-то они прыгают на одну цель. Не в кучу прыгают, а на одну цель почему-то. Да, опять... Ну, не. Да ну не. Как же ты мне дорог, Хускар. Как же ты мне дорог. Что-то как-то с апгрейдом туго идет все. Опа, спектром. Все сюда. Поливать на тот ап. Вот так вот. 2 цветки в двойку.
Ой, в двойку, в тройку. В двойку. Так, сейчас предметы еще переролим. Давай. Хочу Радик. Кстати, Радик. Но подожди. Я возьму на будущее молнии. Сейчас объясню, почему я взял на будущее молнии. Смотрите, я же хочу играть через гирокоптера. И я хочу играть, соответственно, либо же через гирокоптера, либо же через тролля пятерочку. Этот Радик, он мне будет только полезен в цветах. Кстати, вот посмотрите, только в тройку собрал. Знаете, что я сейчас заметил? 24 раунд у меня цвета в тройку. Вот что я заметил. Ю. А вот сейчас будет контент. А вот сейчас какой контент пойдет, еще и тролль пришел. Главное сейчас выигрывать. Самая загвоздка в том, что мне нужно сейчас выигрывать, так как у меня не будет гоблинов. Мне нужен 10 уровень кровь износа, чтобы я мог поставить фуловых гоблинов. Там фуловая нежить. Ой-ой-ой. Но я думаю, я фуловую нежить должен разобрать без шансов. Я думаю, у нежити нету шансов против меня сейчас. Даже из-за того, что нет у меня фуловых гоблинов, у него шансов, ну, 0,0. Я думаю, еще сейчас посмотрим. Поставлю, наверное, еще, знаете как? Я поставлю цвет, сделаю тролля в тройку, либо Гирыча в тройку, потом поставлю ведьмаков, синергию Киры, ну, естественно, губозакаточную машину сюда тоже входит. Ух ты! А клятва гнома — это прям то, что доктор прописал. Так, ТБшку берем. Минерчик, минерчик! Ты вовремя. Не хочу алхимика продавать. Вот не хочу и все. Ладно, выхожу из инкама. Алхим в двойку, он мне нужен. Так, взято ЗС, нет, я беру волшебное зеркало. Волшебное зеркало беру не просто так. Я думаю, многие уже, кто меня давно смотрит, уже понимают, для чего я беру это волшебное зеркало. Но вдруг кто первый раз меня сейчас смотрит, то сразу говорю. Волшебное зеркало нужно для того, чтобы цветы прыгала не одна, а их несколько прыгало. И вдруг кто думает, что там урон не распространяется на эти иллюзии, все прекрасно распространяется. Поэтому, ребят, если играете через цвет, не пренебрегайте волшебным зеркалом. Волшебное зеркало необходимо. Бэм. Бэм. Обожаю эту девочку. Боже, я ее обожаю. На мгновение мне показалось, что он меня сейчас вынесет своим хускаром в тройку. Но нет. У него нет шансов. Он еще и вылетел. Так, что мне пришло? Гирыч, это хорошо. Есть спектра. Как же поступить? По идее, спектру я могу оставить. Я могу ее сейчас взять купить, а могу не покупать эту спектру. Я могу продать ТБшку, Клокверка и Гримтач. Хотя ладно, баня. Играем без ведьмаков. Играем без ведьмаков. Играем через Гирыча и через энергию Кира. Все, решено. Гномик брошка мне упала, это все. Это переломный ход событий. Главное, чтобы мне сейчас Гирыч приходил активно. Придет Гирыч активно, будет все замечательно. У них вообще шансов не будет. Две нежити, обалдеть. То ни одной нежити в катке, то две. Так, ну что, Данила? Бабки гони. Чпунь. Чпунь. Боже. Какая красота. Ай, ляпота. Бабки. О, да. Кстати, чел вылетел еще один. Никто не переживает встречу со мной. Все. Все. Пошел контент. Контент пошел. Еще и тролль почти собрался. Замечательно. Так, осталось две нежити. И я на своих гоблинах мехах.
Ребята, ставим на паузу и пишем шансы. Какое место я займу в этой катке? Я ставлю топ-1. 100% ставлю топ-1. Хотя есть некая вероятность, что могу занять топ-2. Вот прям, знаете, такое вот крошечная вероятность, она все-таки существует. И существует она не просто так. Она существует из-за того, что есть такая фишка, как рандом. Если игра посчитает, что я сегодня проигрываю, то значит все. Кто заметил только что этот прыжок? Чисто цвета прыгнула в середину и вынесла абсолютно каждую фигуру своего противника. Вот это вот реально круто. Вот это вот то, что доктор прописал. Так, давай. Не, ну минер это, конечно, классно. Ладно, я спектру куплю пока что. Пусть будет. Может, цвет поставлю чисто, кучу дубликатов легендарных накидаю. Хочется пока что через Гирыча играть. По крайней мере, у меня есть такое желание играть через Гирыча. -1. Так. А, он покинул игру. А че он ливнул? Я надеюсь, Данила тоже не ливнет хотя бы. Не ливнет. По всей видимости, будет играть Доталова. Такое я люблю. Не люблю, когда челы ливают. Так, прыжок. Прыжок. Чпуник. Чпуник. Как же ужасно она только что прыгнула. Чистый вертик, 15 тысяч урона. Сюда. -25, сюда. О май гаш. О май гаш. И хоть, ну вот, не хочется мне продавать спектру. Кстати, знаете, что я сейчас подумал? Так я ж могу реально поставить дубликатов кучу. Вот так вот ставим 2 тролля. Это будет намного сильнее, чем у меня было до этого. Вот так вот ставим 2 тролля, покупаем вертолетик. Можно продать, конечно, сейчас спектру, либо же варлока. Кстати, у меня есть один лишний гоблин. А, он не лишний пока что, механизм. Вот, только что, если бы я реально подумал, что он лишний, я бы его и продал. Не знаю, от кого мне отказаться? От спектры? Я в спектру как-то не особо верю. Ладно, пока так. Все равно хочу тролля покерить. Так вот возьмем. Возьмем мы вот так вот. Что, мне по реликвии упало? Ну, если честно, все эти предметы, которые здесь есть сейчас, единственное, что хорошее, это сумка Пандамана, потому что все мои фигуры будут стоить намного дешевле, чем как бы были до этого. И, кстати, надо было, знаете, как поступить? Надо было сначала взять эту сумку, а потом уже как бы покупать свои роллы, которые пришли. Сейчас будет, конечно, весело. Блин, хочу тролля в тройку. Не знаю, успею я или нет, но это будет круто, если тролля соберу в тройку. Кстати, я отдал волшебное зеркало сейчас троллю не просто так. Я уже множество раз говорил, почему я отдаю зеркало в тролля, но я вдруг кто пропустил этот момент, или вдруг кто находится в танке сейчас, то говорю следующее. Если вы закинете волшебное зеркало в тролля, то каждая иллюзия будет использовать его пассивку. То есть вот посмотрите сейчас внимательно. Сейчас тролль, конечно, классный персонаж. Вот серьезно. Сейчас тролль это имба. Мне он очень нравится сейчас. Дын-дын-дын. Не, ну минус 35 я ему не должен дать. Еще один раунд должен быть. Чпуньк. Да, еще один раунд. Ну, кстати, урон он как-то мало нанес. Гирыч наносил больше урона. Минерчик. И спектра. Так, давай так. И вот так. Да, получается, что я могу сделать? Я, в принципе, могу уже распродать сейчас золотые роллы. Они мне не нужны. Ну да, тут по-любому уже сейчас будет конечно. Я сейчас, наверное, продам Тинкера, продам Резака. Вряд ли нежить мне что-либо сделает. Поставлю спектру, поставлю минера. Или... Ладно. Надежда умирает последняя. Я хочу все-таки попробовать в троечку собрать.
Хотя тут вообще без шансов. Надо дубли было выставлять. Для красоты реально надо было выставить дубли. Все, конечное. Блин, а реально было бы красиво. Было бы 3 минера, 3 спектри, 3 тролля. Но надежда она такая, знаете, вот... Вот хотелось напоследок попробовать. Вот хотелось. Но не получилось. Не получилось и... Что поделать? Бывает. Но катка реально красивая была. Я не ожидал, что мне будет идти так цвета. Реально очень круто шла. Кайф. Кайф. Но, к сожалению, мог бы я сыграть на инсектоидах через этих цвет. Как раз они рано пришли, но я выбрал другой путь, хотя тут была куча нежити, поэтому инсектоиды, я думаю, мы зашли бы здесь на ура. Знаете, я прям как чувствовал, что нужно было бы, наверное, сыграть на инсектоидах. Вот я как только катку начал, у меня в груди затаилось такое вот, что вот хотелось сыграть на инсектоидах. Причем я еще и обещал. Но, цветы мне шли идеально были. Они прям идеально шли. Я решил все-таки через золотые роллы. Хотя, я думаю, если бы я поставил инсектоидов, то было бы тоже очень сильно. Хотя, вот, на самом деле, я не особо люблю инсектоидов. Вот, просто не особо их... Есть на это причины, я уже не раз о них говорил. Поэтому лучше сыграть на гарантию. И вот я сыграл на гарантию, и я считаю, что... Вот так сыграл на гарантию. Ладно. В принципе, добавлять здесь нечего. Единственное, что... Ну, вот надо было в конце выставить пару легендарочек. Вот надо было. Ну, ладно. Ладно, я в начале ролика говорил одну тему, вот сейчас я буду ее повторять, и вы поймете, почему это будет, в принципе, еще будет один дубль с цветами, по-любому. Не знаю, когда это будет, но по-любому будет. Ну, короче, ладно. Что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. И я хочу напомнить, 50 лайков под этим роликом, я буду делать цветы через легендарные дубли. Я думаю, это будет очень крутая и такая мясистая каточка, поэтому все зависит от вас. 50 лайков под этим роликом я жду, и я потом буду выдвигаться, записывать этот контент. А так, всем огромное спасибо за просмотр, не забываем подписаться на мой YouTube канал, на мой Telegram канал, который тоже закреплен в комментариях. И всем удачи!